Всем привет! Вы на YouTube канале Аксель Франк. Это у нас Австрия, Каринтия. Поступило много предложений покататься по озеру и в том числе сплавать, посмотреть на водные лилии. Я как-то проговорился, что видел водные лилии, вот плавал их смотрел, и зрители попросили это показать. Итак, вся поездка по озеру, вообще про лето 22 года, будет состоять из двух роликов. Вот этот ролик первый, в нем мы как раз и сплаваем, посмотрим на водные лилии. Это озеро Асиахерзе, оно 11 километров в длину и 1600 метров в ширину. И вот на восточной оконечности озера есть заповедник. Заповедник называется Тибель-Мюндунг, устье реки Тибель. Ну, там я про него уже в разных своих роликах рассказывал. А это у нас село Асиах. Ну, мы как раз в этом селе и живем, являемся, так сказать, жителями здесь прописанными. Вот. И проплываем мимо красот. Село летом представляет собой такое туристическое. Значит, какой тут туризм? Здесь, во-первых, пенсионеры, во-вторых, семейные, родители с детьми. И третье направление – это молодежный туризм, в смысле детский. А здесь, в Асиахе, есть большой такой лагерь, молодежный лагерь. Именно со спортивным уклоном. То есть там детишки школьного возраста прибывают и их учат. Там на байдарках они плавают, на серфингах, на доске гребут веслом. То есть у них, плавать, само собой разумеется, то есть у них такие летние сборы. А вот спортивное, то есть такое спортивное лето. А вот смотрите, это корабль стоит, это прогулочный корабль по озеру ходит. И вот он сейчас у пристани Асиах. Он грузит пассажиров, такие круговые поездки. Весело там с пивом, нормально. А в Асиах мы с вами еще вернемся, посмотрим на его главную достопримечательность. А сейчас плывем смотреть на водные лилии. Вот как раз я подплыву, покажу лилии. Здесь подплывать можно, запрета нету, смотрю. А вот очень красиво. Здесь небольшая вот, а там целое поле. Вот смотрите. Красота какая. А мне повезло подплыть, запрет на самом деле есть. Это уже как бы заповедная зона, и через несколько дней буйки появились. Но мы еще сплаваем с Ириной, посмотрите. Мы, в общем-то, еще раз покажем лилии. А тут какой-то другой вид тростника, не такой, как у нас. И вот еще одно большое поле. Я про то, что плавал, посмотрел лилии, рассказал Ирине. Естественно, Ирина захотела тоже. И вот как-то мы дождались погоды, когда было не очень жарко. И сейчас, увидите, мы приплывем с ней. И уже ее более квалифицированная, более грамотный комментарий. Здесь у нас лодок напарковано, это Штайндорфские. Села Штайндорф. Там у нас перспектива. Там наш дом видно. У меня лодка с электромотором, плывет не очень быстро. Так, для удовольствия. Всех Да, нарушителей. номера записывают. Номера записывают. Да, вот смотри, сколько их. Вот их точно посадили, потому что вот этого тростника тоже здесь не было. А Здесь это какой-то был... странный тут. Да, это другой разновидность. Он тоже как бы, здесь местный распространенный, но вот его здесь прям А там внутри прям такая кто-то красота. чирикает. Сороки, там тоже сороки живут. Сороки везде живут. Слушай, Не, обалденно красота, это конечно, с всё. этими вот Такое цветочками. заводь такая получилась, обалденная. А вот этот шпиль мы с вами видим, вот колокольня, и справа здание большое. Это музыкальная академия. А раньше это здание было, естественно, церковного назначения, Штифт Асиах, монастырь Асиах. Корни уходят где-то в 9 век. Вот. В 9 веке просто уже документально все это было подтверждено.
Здесь различные баварские династии владели этим. Потом был основан монастырь, который был передан монахам-бенедиктинцам. И все это продолжалось до 19 века, потом все это было распущено, тут и конюшни, и склады какие-то были. По легенде, здесь жил и похоронен король Польши Болеслав Смелый, который в конце XI века что-то там в Польше совершил, бежал сюда и свою жизнь дожил в Асиахе. Вообще, в очень хорошем состоянии все это. Вот смотрите, это гостиница, в которой мы первый раз остановились, когда приехали в эти места, когда искали участок. А вообще, конечно, то, как мы попали сюда, это череда случайностей. Вот кемпинг, все битком. И на той стороне я смотрел, тоже кемпинг заполнен. Обычно такого не бывает, чтобы так заполнен был. А видимо еще народ не отошел от короны, далеко летать не все готовы. Вот, и кемпинг просто все занято. А где останавливаются туристы, когда приезжают на озеро? Кемпинги – это один вариант. А самый массовый – это апартаменты, которые сдаются в аренду. Есть большие комплексы апартаментов, есть совсем маленькие, там на 2-3 апартамента дома. А гостиниц не очень много. И гостиница – достаточно дорогое удовольствие здесь. А мне задают вопрос, купаемся ли мы в озере. Конечно, купаемся. Здесь вода 20 градусов где-то в середине мая. Обычно и она выше 20 градусов до конца сентября. А летом, вот сейчас я озвучку делаю, это конец июня, вода 25 градусов. Июль-август вода 25 до 28 доходит. То есть теплая, комфортная вода. К тому же она чистая. Вы это видите сами в моих роликах. Так, там устроили пожар. И что, дождь шел, все время шел дождь после обеда. И в результате дождя организовался пожар. И что такое? И хороший какой пожар-то, да? Пожарные машины, вон сирены звучат. Ёлки-палки. А это анонс того, что вы увидите во второй части. Пожар на озере. Будет акция с вертолетами во второй серии. Ничего себе, шутники. Сегодня дождь был. Так дождь, он только кончился, там, может, час назад. Еще мокрое, все, вон. Вон, тут еще мокрые остались. Вот смотри, на террасе. Ничего себе. Так я тебе говорю, смотри, что происходит-то. Вот это да, только что ничего не было. Так дождь был только что. Я слышу эти сирены, И самое и главное, думаю, туда куда они добраться вообще-то тяжеловато. Ну, там дорога есть, там к этому дому дорога-то есть, но пока по ней поднимешься, там такое... Уже не успеет. Пожарные едут, гудят. Мы с вами узнаем, что горело, почему горело, как тушили, все подробности. Кроме того, Только лесного пожара не хватает. а во второй части мы посмотрим, что еще есть по берегам. На этом все. Поставьте лайк, подпишитесь и пока-пока.